once in my life I have someone who needs me, someone I've needed so long. Всем добрый день! Сегодня поговорим о Стиви Уандере. Этот выдающийся человек стал одним из музыкантов, определивших развитие музыки середины 20 века. Даже падкая на комплименты американская пресса, особенно когда денежный эквивалент обсуждаемого персонажа не подлежит сомнению, не разбрасывается словом «гений». В отношении Стиви Уандера это понятие употребляется регулярно и как нечто само собой разумеющееся. Стиви Уандером, однако, он стал не сразу. В 50-м году в городе Сагино родился крошечный чернокожий американец по имени Стивен Хардавей Джадкинс. Он появился на свет раньше срока и первые месяцы жизни провел в кислородном инкубаторе. Именно избытком кислорода объясняют заболевание сетчатки глаз ретинопатию, которая случается у недоношенных детей и часто вызывает потерю зрения. Неизвестно, как бы сложилась судьба Стивленда, если его мать оказалась бы не такой сильной женщиной. Однако Лула Мэй не приняла болезнь сына как злой рок, а наоборот, стала его во всем поддерживать и помогать адаптироваться к окружающему миру. Наравне со сверстниками мальчик начал ходить и в положенное время выучил буквы на слух и азбуку Брайля. Но из-за того, что муж Лулы не особо хотел работать или заниматься детьми, к середине 50-х Лула с ним рассталась и уехала с детьми в Детройт. Семья при этом жила временами в крайней бедности. Кельвин после развода полностью исчез из жизни детей, так что Луле Мэй приходилось зимой воровать в доках уголь, чтобы хоть как-то отапливать дом. Несмотря на это, 9-летнему Стиви купили губную гармошку, а вскоре в доме появилась и фортепиано. Кроме того, талантливый мальчик был участником местного церковного хора, и на одном из воскресных богослужений голосом мальчика заинтересовался Джеральд Уайт, брат вокалиста группы The Miracles, после чего юный певец попал на прослушивание. Директор звукозаписывающей компании Motown Records Берри Горди, услышав Стиви, воскликнул: «Да ты просто маленькое чудо!» И со Стиви заключили контракт и дали творческий псевдоним Little Stevie Wonder. В команде с маленьким чудом работал продюсер и композитор Кларенс Пол, который помог Стиви уже в 1962 году выпустить аж 2 альбома. Первый включал кавер-версии его любимого Рэя Чарльза, а второй – инструментальный джазовый альбом, в котором он блеснул техникой игры на пианино, гармошке и ударных. Правда, сколько-нибудь заметного успеха эти пластинки не имели. Но уже через год ситуация в корне изменилась. В 1963 году Motown выпустил лонгплей, названный «12-летний гений». Изданная в качестве промо-сингла песня с головокружительной быстротой превратилась в национальный хит, возглавив и поп-чарт, и рейтинг ритм-блюза. Такая атака на слушателя принесла свои весомые плоды, и альбом стал первым релизом в истории лейбла Motown, который поднялся на вершину американского поп-чарта, а Стиви тогда было всего 13 лет. После чего вдогонку было запущено еще несколько синглов, но они не смогли потягаться популярностью. Ничего нельзя было поделать и против природы. У Стиви Уандера началась ломка голоса, и на какое-то время его вокальную карьеру пришлось отложить. Но он не терял времени даром. За это время он успел пройти курс классического фортепиано в Мичиганской школе для слепых. И уже в 14 лет, без приставки уже Little, вернулся в шоу-бизнес с заразительным танцевальным хитом в традиционной стилистике Motown, который финишировал в топ-5 поп-рейтинга.
Уже в 16 лет Уандер начинает всерьез интересоваться социальными проблемами. Но поскольку последнее слово в выборе материала пока что остается за руководством студии, это новое направление не получает должного одобрения и остается мало востребованным. Тогда Уандер делает первые шаги к тому, чтобы полностью взять под контроль свою собственную карьеру. Он снова выступает с автором большей части нового материала, в частности и новых хитов, которые предваряли появление еще более амбициозного альбома 1968 года. My baby love me, my baby needs me. That's why we made it through the years. I was made to love, worship and adore her. Hey, hey, hey. 20-летний музыкант становится уже настолько опытным продюсером, что почти полностью отвечает за саунд релиза 70-го года. Он же соавтор композиции, которую пишет вместе с певицей Серитой Райт, коллегой по лейблу Motown, которая вскоре станет его женой. Надо сказать, что юноша женился весьма рано и, как выяснилось, не был приспособлен к семейной жизни. Он изменял направо и налево, при этом делал это не только с женщинами, но и с синтезатором. Серита вспоминала, как после первой брачной ночи Стиви, не сказав ни слова, бросился к клавишам, объяснив: «Дорогая, синтезатор мне как семья. Как я могу не поделиться с ним своими впечатлениями?» 1971 год становится переломным в карьере Стиви Уандера. Истекает срок действия контракта с Motown Records. Отныне те материальные последствия его успеха, которые по большей части текли мимо его кармана, оказываются в его полном распоряжении. За месяц до этого символичного дня он опубликовал альбом, который впервые спродюсировал абсолютно самостоятельно и на котором не было ни одной песни, написанной без его участия. Еще один важный момент. Безусловное доминирование клавишных и синтезаторов в аранжировках всех песен. Эта запись оказалась не самой удачной в коммерческом смысле, представив только один сингл, поднявшийся в топ-10. Стиви не стал тут же добиваться нового контракта с лейблом, как ожидали его боссы, а вместо этого потратил появившиеся у него средства на создание собственной студии звукозаписи и на обучение теории музыки. Договариваясь о сотрудничестве с Motown, он мог уже диктовать свои условия. Музыкант выторговал значительное повышение процента отчислений, полный контроль над художественной стороной своих записей и основание собственного лейбла, что делало его владельцем прав на его музыку. Полный сил и новых планов, музыкант приступил к новой записи на собственной студии и в начале 1972 года презентовал пластинку. Эта работа знаменовала рождение нового, зрелого и уверенного в себе артиста. Уандер самостоятельно спродюсировал весь материал, который сам же и написал, да еще и записал партии почти всех инструментов. Этот альбом отражал оригинальный взгляд Уандера на музыку вообще и на ритм-блюз в частности, границы которого он расширял каждым своим релизом. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов. А в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. Однако успех альбома совпал с разладом семейной жизни музыканта. В итоге Серита решила, что больше не может жить в тени Уандера, и развелась.
Впрочем, бывшие супруги остались друзьями. Стиви помогал ей в работе над ее дебютным альбомом, для которого написал несколько песен. Но все-таки расставание с женой далось ему нелегко. Этой теме была посвящена большая часть его новых песен, объединенных на пластинке конца 1972 года. Альбом включал в себя две будущие нетленки. Первая – красивая, нежная баллада «Ты – солнечный свет моей жизни», в которой мы в полной мере можем насладиться мягким, пластичным вокалом Уандера. Говорят, что эту песню он как раз посвятил Сирите. От дел сердечных перейдем к делам духовным, ибо вторым хитом стала песня «Суеверие», в которой Уандер проводит резкую грань между религиозной верой и суевериями, вроде числа 13 или разбитого зеркала. Недаром, если вы услышите ее в каком-нибудь фильме, знайте, что она звучит не просто так. Поначалу песня планировалась для великого гитариста Джеффа Бека, как бы в благодарность за его гитарные пассажи на альбоме Уандера. Сердцевиной песни стал заразительный фанково-роковый риф, один из самых известных рифов в рок-музыке. Песня вышла столь отличной, что Стиви Уандер нарушил свое обещание и выпустил песню в своем исполнении. В результате песня стала первым хитом номер один в сольной карьере музыканта. Как ни удивительно, но его следующий альбом произвел еще больший эффект. Что интересно, это была концептуальная запись, посвященная состоянию современного общества, что достаточно редко в ритм-блюзе. А на церемонии Грэмми в начале 1974 года этот альбом был назван альбомом года. Однако незадолго до этого торжества, когда артист ехал на концерт, на его автомобиль упало увесистое бревно. Стиви получил серьезные повреждения головы и впал в коматозное состояние. Но, к счастью, выжил. Возможно, поэтому следующая запись, более сдержанная и самоуглубленная, чем ее предшественница, была наполнена мотивами смерти. Но и такой Уандер не был обойден вниманием. Его альбом легко возглавил американский хит-парад. А еще альбом пронизан едкой критикой режима президента Ричарда Никсона. Устроители Грэмми опять назвали этот альбом альбомом года и присудили артисту победу еще в 3 номинациях. Тем временем музыкант с головой ушел в написание и продюсирование второго альбома своей бывшей жены. Ну, а над своей новой студийной попыткой он колдовал целых 2 года, и результат того стоил. Изданный в 1976 году альбом является, наверное, самым великим его полотном. Великим полотном я назвал его не просто так. Песен было столько, что они не помещались даже на двойник, и пришлось выпускать довесок в виде мини-альбома. Эта запись расхваливалась одними как непревзойденный шедевр, а другими критиковалась за вычурность и потакание своим причудам. Хитов на альбоме было уйма. Там тебе и темпераментный трибьют Дюку Эллингтону, ушедшему из жизни незадолго до этого, и поэма о детстве, будущий лауреат Грэмми. Но а песня «Разве она не прекрасна» интересует нас просто потому, что она красивая, лиричная, ее любят женщины. Правда, посвящена она не женщине, а девочке. Точнее, новорожденной дочери Уандера Айше. Мама Айши, Иоланда Симмонс, родит музыканту еще одного ребенка. Но помня о предыдущей неудаче в браке, Стиви на ней так и не женится. Вторая песня, о которой пойдет речь, масса народа знает лишь опосредованно.
Впервые услышав эту песню, многие воскликнут: так это же практически убойный хит рэпера Кулио 95 года выпуска. Начнем по порядку. Увлеченный синтезаторами Уандер приобретает в 1975 году раритетный аппарат Yamaha GX1 весом 300 кг и стоимостью $60 тысяч. Таких синтезаторов было выпущено около 50 штук. То есть это был новейший и моднейший гаджет того времени. С помощью него Стиви и записал те самые знаменитые струнные партии, почти неотличимые от живых инструментов. В оригинале Уандер пел о проблемах в обществе, сегрегации, изоляции, эксплуатации и о том, что надо не мечтать о рае, а делать все, чтобы его приблизить. У рэпера Кулио же родилась горькая песня о гангстерской судьбе. Но вернемся в 1976 год. Альбом имел и еще одно важное последствие. Он стал той вершиной, с которой неизбежно начинается спад. С ним завершился самый плодовитый и интенсивный период в творчестве музыканта. Вложив столько сил, столько творческой энергии в этот релиз, за следующие 3 года Уандер не издал ни одной новой записи. Только в 1979 году перерыв в дискографии завершился появлением новой пластинки. Эта подборка, в основном инструментальных композиций, представляла собой саундтрек к документальному фильму, который никогда так и не был снят. Хотя на альбоме было всего несколько песен, даже симфонические эскапады в исполнении Стиви Уандера приводили публику, да и критиков, в восторг. Уже через год в активе музыканта была новая студийная работа совсем другого толка. Дабы ни у кого не возникало никаких сомнений в том, что он ушел в элитарные дебри, он записал стопроцентный поп-альбом. А композиция «С днем рождения» с большим успехом использовалась в широкой кампании за признание дня рождения Мартина Лютера Кинга национальным праздником. Уандер вообще был одним из самых активных участников этой акции. Кампания достигла успеха только с приходом к власти Рональда Рейгана, и первый день рождения Кинга был всенародно отпразднован 15 января 1986 года. Одной из центральных фигур торжественного концерта стал, конечно, Стиви Уандер. Однако с художественной точки зрения альбом оказался заметно слабее его релизов середины 70-х, но это все равно была работа мастера. А поклонники настолько заждались возвращения своего кумира и с такой любовью относились ко всему, что выходило из его студии, что, как это ни странно, именно этот диск стал первым обладателем платинового сертификата в его карьере. And I'm sure you would agree, but to fit my perfectly, and to have a world party on the day you came to be. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. А в 1981 году Уандер приступил к созданию новой пластинки. Работа над ней затянулась, релиз несколько раз откладывался, поговаривали, что артист исписался и не в состоянии вернуться в хорошую творческую форму. Однако за эти несколько лет у музыканта было немало проектов, и помимо своего альбома. В 1982 году вышел его дуэт с Полом Маккартни, посвященный гармонизации межрасовых отношений, а вскоре музыкант подготовил компиляцию лучших треков, охватывавшую его релизы последних 10 лет. А в 1984 он записал саундтреки комедии Джина Уадлера «Женщина в красном». Эту работу нельзя было назвать полноценным альбомом, но в фильме прозвучала прекрасная лирическая композиция. Широкие массы до сих пор воспринимают творчество Уандера через призму этой электронной баллады, в которой пелось, что телефонный звонок с простыми словами «Я люблю тебя» может превратить любой день
праздник. Только в 1985 году Уандер в конце концов завершил работу над новым альбомом. Диск появился в продаже, предваряемый синглом, последним в его сольной карьере лидером поп-чарта. Студийная работа 1987 года, его последний релиз в 80-е годы, был популярен в основном у черной аудитории, а возвращение музыканта с новой работой пришлось ждать аж 4 года. Очередным релизом стал саундтрек к фильму режиссера Спайка Ли, который вышел на экраны в 1991 году. И снова прошло целых 4 года, прежде чем в продаже появилась подборка нового материала. Публика отреагировала на альбом вяло. Зато организаторы Грэмми думали иначе и присудили синглу с альбома победу сразу в 2 номинациях. Последний свой альбом он выпустил в 2005 году. С тех пор он продолжал выступать в основном со старым материалом, написав, впрочем, одну песню специально для инаугурации Барака Обамы, где впервые ее и исполнил. Стоит заметить, что Обама вообще давний поклонник Уандера, и даже женился он под его песню. Тем не менее, Уандер не балует публику новой музыкой. Возможно, это сдержанность, результат не потери вдохновения, а творческого самоконтроля, права на который требовал Уандер когда-то у Берри Горди. Когда у тебя в багаже песни, определившие звучание поп-музыки почти на полвека вперед, они становятся и грузом ответственности тоже. А понять, как к такой ответственности относится сам Уандер, могут помочь слова Отиса Уильямса из легендарной соул-группы The Temptations. Стиви просто работает в иной плоскости, чем все остальные. Он просто другой. И никому не понять Стиви Уандера, если только ты сам не Стиви Уандер.